Очень тяжелый труд на самом деле, колоссальный труд. Сидел на бортике и плакал. Говорят, отпустите меня, я вас подведу, я не могу. Уже ставки ставили, упадет Ваня или нет. Конечно, все ставили, что упадет. Но когда прошли первые соревнования, и первые, и следующие выиграли, как-то все сразу встало на свои места. Это желание самому себе доказать, что ты можешь это сделать. Перед родителями, перед тренерами, партнерами, перед зрителями, болельщиками. Ох, хороши, ну хороши. Трансляцию этого победного танца на Гран-при Финляндии мама Ивана Букина, фигуристка Елена Васюкова, не увидит. Она никогда не смотрит выступления сына. Я так нервничаю, я все время смотрю им в ноги, мне все время кажется, ну что-то сейчас должно случиться. И они обязательно либо споткнутся, либо упадут. Я решила, что я не буду смотреть. Вот, а она выходит, берет собаку, и они гуляют, ждут, когда я позвоню и скажу, что вот уже откатались, оценки такие-то, столько-то баллов, все. Пока родители отходят от стресса и переживаний, в гости зашла соседка по поселку Малаховка Наталья Бестемьянова. Открывайте уже! О! Открыли! Привет! Ой, господи! Диночка! Дина, скорее! Иди скорее! Сажаю все время куст. Вот этот вот, у меня шиповник вырос, понимаешь? Тина, а кто вот это сделал, Тина? Вот это кто сделал? Скажи, пожалуйста, вот это кто сделал? В их судьбах переплелись триумфы и поражения, обиды и искренняя благодарность, рутина и творчество. Это больше, чем дружба. Это уже родство. А вы считали, сколько лет вы вообще друг с другом знакомы? Столько не живут. Может, лучше не считать. Нет, да это легко посчитать. Значит, я помню, Андрюш, тебя, когда тебе было 12. Значит, мне было 10. Математик я пришел. 50 лет. Ужас. Ужас. Да, а с Леной позже, потому что мне было, наверное, уже в 15, 16 или 14. Когда спецгруппа была? Да, Мне 12. Да. Тогда очень плохо было дело с женским одиночным катанием, не то, что сейчас. И решили как-то его поднимать. И вот образовали такую спецгруппу, она называлась. И набрали 12 лучших девочек Москвы. Я тоже попала в эту группу. Вскоре спецгруппу расформировали. И тренер Ирина Аниканова привела Елену Васюкову к легендарной Татьяне Тарасовой. Понимаешь, лишнее сбивает автоматом, потому что сначала нужно катать вот так вот рвать. Было, конечно, очень весело. На первый сбор мы поехали вчетвером. Татьяна Анатольевна, Роднина Зайцев и я. Мне было 13 лет. Я вообще перестала разговаривать, абсолютно просто перестала. Я только кивала или вот так мотала головой, потому что я онемела полностью такой состав. Я помню, мы все говорили, Васюков-то к Тарасовой попал. А мы-то тут все в одиночном задержались, а она-то тут там звездит. Группа Тарасовой – одни звезды. Роднина и Зайцев, Моисеева и Менько, Караваева и Жигаль. Все они называли Лену Васюкову дочь полка. А потом в полк пришел Андрей Букин. Мне, конечно, Андрей сразу очень понравился. То есть, мне кажется, я в него влюбилась сразу же. Сначала, конечно, как в очень интересного спортсмена, но дальше со временем уже, конечно, как мужчина. Но Андрей Букин не замечал этой тайной влюбленности. В его карьере наступил самый кризисный момент. До 1976 года мы тренировались с моей бывшей партнершей Ольгой Абанкиной-Букиной. В будущем потом моей женой. Спорткомитет сказал, что неперспективна пара, их надо разбивать. Но так как у нас были уже тогда в тот момент любовные отношения, мы, как Ромео и Джульетта, решили броситься в любовь. Через 3 месяца, видя тоску Андрея, Ольга сама подтолкнула мужа к тому, чтобы показаться Татьяне Тарасовой. Букин стал тренироваться, но не очень-то верил в свою спортивную звезду. Большой надежды у меня не было, что у меня будет дальше будущее какое-то, потому что мне уже было практически 20 лет. Как ни странно, оптимистка Наталья Бестемьянова тоже была в этот момент в минорном мироощущении. Я плакала месяц.
Мама мне говорила, что ты плачешь? Я хочу в танцы. Она говорит, ты где? Я говорю, я не могу уйти из одиночного, оставайся. И вот меня раздирало на разные стороны, потому что в одиночном я уже чего-то добилась. Я была чемпионкой юниорского чемпионата СССР. Абсолютно четко для себя понимала, что это мой потолок, что дальше я все равно уже ничего не добьюсь. Поэтому приглашение в танцы – это было вообще разрешение всех моих проблем. Как в сказке. Два ни на что не претендующих неудачника начинают усиленно тренироваться и вдруг раскрывают в себе невероятные ресурсы для роста. Ну а когда прошли первые соревнования, и первые, и следующие выиграли, как-то все сразу встало на свои места. Это не вкус победы, это желание самому себе доказать, что ты можешь это сделать. Доказывать, что можешь сделать, приходилось через фирменные тарасовские тренировки. Такое, знаете, как Освенцим, честно. Потому что кроме этого ты ничего не знаешь, не видишь. Сидел на бортике и плакал. Просил у Татьяны Анатольевны прощения. Я говорю, отпустите меня, я вас подведу, я не могу. Я больше не могу. 10-й день, без выходных, и по 10 часов в день мы тренировались. Дала день отдохнуть, и все. И на следующий день как-то все получилось. Психологически все это пережил, и пошла программа, и все стало легко, и нормально. И в основном это психология. Физика, она на втором месте. Правду и горечь этой формулы в полной мере ощутила на себе Елена Васюкова. Из одиночного катания она тоже перешла в пару с Алексеем Погодиным. Я, например, стала бояться делать выбросы. Я как-то упала очень сильно, разбилась просто, не насмерть. И после этого мне стало страшно. А уже пошло все, техника пошла двигаться вперед. Уже надо было изучать тройные прыжки. Уже надо было делать тройные выбросы. Да, наверное, вот не смогла себя перебороть. Страх свой. Судьба фигуристов так же причудлива, как следы их коньков на льду. Елена Васюкова сначала ушла из большого спорта в ледовый театр «Все звезды», а потом к Игорю Бобрину в театр ледовых миниатюр, где долгие годы была солисткой. Очень-очень успешный гастролер. 35 лет я проработала в театре. Все это время она следила за судьбой Андрея Букина, периодически обсуждая это свое безответное чувство с его партнершей, влюбленной в Игоря Бобрина. И обе мы такие на лавочке сидели, обе такие несчастно влюбленные в женатых мужиков. У Андрея Букина начался серебряный период. Период стабильности. Но я думаю, что все-таки за этой парой будущее. Но посмотрим, как оценили арбитры этот произвольный танец. За второе место на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде наконец вручили ключи от отдельной московской квартиры. Казалось, что следующие 4 года перед Олимпиадой в Сараево пройдут так же стабильно и уверенно. Мне исполнялось 31 год, и нервы были очень тяжелые. Я уже доходил до ручки, очень нервничал, потому что было... хотелось выиграть. Вот были же уже вторыми. И, конечно, там вот эта вот небольшая ошибка Наташи, даже она не ошибка, заминка, но психологически я не знаю, что я хотел с ней сделать. Я прям... Сейчас я понимаю, что это было от дикой усталости. Знаете, когда люди идут по лезвию, вот шаг влево, шаг вправо, вот просто, и это уже больно. Они прошли по этому лезвию до своего олимпийского золота. И тут же разбежались в разные стороны. Да, было очень много предложений и участие в турах международных. И я абсолютно вот просто обрубила. Обрубила, чем, конечно, наверное, Андрея я просто вырубила из жизни. Бестемьянова пришла в театр ледовых миниатюр к уже ставшему к тому моменту официальным мужем Игорю Бобрину. А Андрей Букин попробовал стать спортивным чиновником. Но спокойно произносить фразу «нет денег» он так и не научился. Особенно, когда речь шла о детях-фигуристах из малообеспеченных семей. 120 рублей на костюмы мальчику, который сейчас едет на чемпионат мира среди юниоров. У него вообще ничего нет. Ну дайте эти 120 рублей на 2 рубашки. Они говорят, у нас денег нет. Меня взбесило, потому что сборная привезла в бухгалтерию спорткомитета 492 тысячи долларов. А на
расход сборной на весь сезон только 70. Если уж абсурд, то лучше постановочный, то есть театральный. Андрей Букин принял, наконец, предложение друзей прийти в театр ледовых миниатюр. Тогда преданная детская любовь к Андрею у Елены переросла во взрослые сложные чувства. Но я тоже была замужем. И поэтому вот этот период, когда мы решили, что мы будем жить вместе, он был очень тяжелым. Мы не только ругались со своими супругами, мы и между собой начинали ругаться. Вы знаете, помимо того, что два больших спортсмена, плюс два человека, которые прошли уже десятилетия супружеской жизни в других семьях, никак мы не могли пристроиться к этому. Знаете, честно сказать, вот шале Елены, вот, оно нас сплотило. Сейчас в шале Елена, помимо Букиных, живет немецкая овчарка Тина и целых 5 кошек. Вот это наша красавица такая она. Спой песенку, Глафира. Ну, сейчас. Поет, Поет? громко поет. Вот там интересно, да, хороший. Такой же сладкий у нас ребенок. Вот здесь вот ногу отрывай, не делай вот так, Вань. Вот постарайся везде. О победе в Финляндии Ивану Букину и Александре Степановой напоминает лишь скромный золотой шарик. Снова ежедневные тренировки. На носу новый этап Гран-при Кубок Ростелекома. И, казалось бы, программа давно скатана, но все еще не закрыта для РАЦ-предложений. Саша тут забирает на себя, но если на тебя посмотрите, а потом, ну, давай попробуем. Нет, уберем. В этом высоком, лучезарном и уверенном в себе фигуристе едва ли узнаешь маленького Ваню Букина, который когда-то делал все, чтобы не идти на каток. Я фигурное катание ненавидел в детстве. У нас были тренировки в 6:45 утра. Зима, мороз, холод. Нам надо идти было где-то минут 15, наверное. И вот бабушка меня прям за шкирятник туда тащила, потому что я ревел, плакал, говорю, не пойду, вот хоть убейте меня, я не хочу туда ходить. Мама, она крошечная женщина, она 1,50 м ростом. Родилась в глухой деревне под Нижним Тагилом. Но она была безумно влюблена в фигурное катание. У меня старшая сестра, она ее сначала отдала в спорт, потом меня, потом у моей сестры Тани родилась дочь. Она отдала внучку в фигурную. У Вани уже просто не было выбора никакого. Она его так как-то взяла, так потрясла за грудки и говорит, хочешь, не хочешь, ты будешь кататься. Такой крошка хорошка. Знаешь, я его помню в Америке, когда, помнишь, ты включила музыку, и он начал танцевать. Букин. Иван генетически унаследовал от отца уникальное букинское скольжение. Я помню, что я всю свою жизнь боялась, что он от меня уедет. Я боялась, что я не успею за него схватиться. И вот у Вани это тоже есть. Вот эта легкость скольжения. Этому нельзя научить. Это либо дано, либо нет. Прыжки начинающий одиночник Иван Букин освоил очень поздно. Ему так понравилось. Оказывается, можно так прыгать красиво, замечательно. Но было так поздно, потому что это уже было 10-11 лет. Дети в этот момент уже тройные 2,5 прыгают. Ну и было ясно, что далеко в одиночном катании он не пойдет. И спасибо большое матери Лены Ильиных, Лили, которая, увидев Ваню как-то на катке, спросила, можно, чтобы Ваня был партнером у Лены Ильиных. Тренировать сына и Елену Ильиных взялся сам Андрей Букин. Ему приходилось больше возиться с Иваном, который только-только входил в мир танца. У меня ничего не получалось. Не знал, как держать позицию, вообще как параллельно что-то делать. Надо следить. Это за собой буду следить, знаете, а тут надо еще и за девушкой следить. На 13-й день рождения Иван Букин получил 2 подарка. Один от родителей, а другой от партнерши. Она отказалась работать с неперспективным юношей Букиным. Я немножко был в шоке, потому что я только начал понимать, что такое как бы танцы на льду, а сейчас они куда-то уходят. Знаете, в детстве немножко по-другому воспринимаешь работу. Сейчас вот если бы с моим сейчас опытом прийти в детство... А вы бы тому мальчику что сказали? Букин, ты... Дурак. Работай, катайся, я не знаю, занимайся, развивайся. Вот. А я был такой раздолбай. Букину-младшему стали искать новую пару. Но ни одна фигуристка не подходила. И потом вот у нас знакомые из Санкт-Петербурга позвонили, говорят, что посмотрите диск с девочкой.
может быть, Ваня подойдет. И вот мы увидели маленькую Сашеньку. Она реально, она там такая смешная была. Она делала все так выразительно, прыжки падали. Господи, опять упала. Какое счастье, потому что понятно будет, что она будет наша. Они вот только встали с Ваней в пару. Мы тут же увидели, что из этого что-то может быть. Этот Кадиллак мы купили во Флориде, когда Ване было как раз вот 2,5 года, когда Лена работала там целый год. И так, чтобы отдыхать и ездить, то пришлось покупать какую-то машину. А потом мы на эту машину еще поставили номера интересные. Хотели Иван Букин, но такой номер был занят. И получилось только Б. Иван. Он там как раз вот на этом доме приклеен сейчас. Вот. А это вот строился гараж сначала. Подумал, а что если парень молодой, видный, девчонки будут скоро приходить. Вот мы ему поставили на 2-м этаже его квартира. Такая предусмотрительность оказалась очень кстати. Здесь, в квартире Букина-младшего, и поселили Александру Степанову с мамой. Я очень стеснялась их, прям вот очень, потому что для меня это, какие-то такие великие люди, и я когда приехала, они настолько нас тепло приняли с мамой, но не всегда было так все как-то по-семейному. Тренировать новую пару Андрей Букин отказался принципиально. Наставниками Саши и Вани он видел друзей, тренеров Ирину Жук и Александра Свинина. Ваня вырастал буквально на наших глазах. Ну, мы приехали в роддом вообще встречать. Да. Лену, да. И нам так в окно показали Ваню, так, в пакетике таком. Мы помахали так радостно. Вот с тех пор. В то время мы не думали, что он будет как бы нашим учеником. Александра Степанова, Иван Букин. Пара Букин-Степанова день ото дня все лучше и лучше танцевала на льду. Они одержали свою первую победу в соревновании юниоров Кумпарсита. Саша больше не падала, зато начал падать Иван. Потому что я за один старт мы упали 2 раза. Кошмар. Они такие уже ставки ставили, упадет Ваня или нет. Конечно, все ставили, что упадет. И Ваня падал, он давал людям выиграть деньги. И один раз так получилось, что мы куда-то выезжали со взрослыми парами и попросили Андрея Букина, отца, выехать с Ваней на соревнования. Папа весь собрался, выехал. Ваня по своей привычке упал 2 раза. Папа приехал, сказал, что никогда в жизни больше не выйдет. Папа был белого цвета и сказал, больше все. Ребята, ездите сами. С моим сыном я больше не пойду. Слава богу, это время как бы прошло. Перелом наступил на первом юниорском гран-при в Куршавеле. Мы его выиграли, и как-то, знаете, это так зарядило, дало такой огромный толчок. Это как наркотик, реально. Ты ждешь этих аплодисментов. Приехали с этого этапа и начали просто в 3 раза сильнее работать. Степанова и Букин не проиграли ни одного юниорского гран-при. Уникальный случай в истории фигурного катания. Они научились слышать друг друга и относиться с юмором к чужому темпераменту. Мы вот с ним очень похожи. Мы даже сидим, когда ждем оценок. Если посмотреть реакцию, когда все хорошо, и мы видим, что мы побеждаем, и баллы замечательные, то мы с ним прыгаем до потолка. А вот вторая половина Александров, Саша и Саша, они более спокойно реагируют. Мы оба просто из Питера. Ну, конечно, когда не очень хорошо, мы стараемся держать лицо. Опять же, у нас с Ваней это получается хуже. Наша половина лучше. Эта половина выигрывает, да. Судьи всегда были строги к этой паре. Отмечая сложность программ, ловили каждую ошибку. Саше поначалу ставили в укор даже низкую эмоциональность. Ирина Владимировна говорила, улыбнись, а я вообще не улыбалась. То есть, просто я не могла улыбаться. Я вроде бы артистичная, да, но вроде бы не могу. Я была зажата, я помню, был один такой вечер, когда и меня тетя Лена накрасила, причесала и говорит, все, давай, я тебе включаю музыку, ты танцуешь. Но это просто отрыв такой был. Тетя Лена – это мама Ивана, Елена Васюкова. Как опытный тренер, она придумала, как добиться раскрепощения Саши, записав ее танец на видео и показав ей, какой она может быть. Она по жизни, может быть, другой темперамент несет, но на льду, так же, как и на сцене, мы все актеры. Начинаешь вот это вот движение, оп,
пикантно закончим тогда. Так совпало, что Алена Самарская, в прошлом балерина, а теперь хореограф Саши Ивани, еще и любимая девушка Букина-младшего. Причем встречаться Алена и Иван начали гораздо раньше, чем работать вместе. Поэтому на стыке личного и профессионального то и дело искрило. Недопонимание, обида. Я на работе, я главное. Ты меня должен слушать. Это очень часто бывает. Сделай здесь так, мне здесь неудобно. Ты попробуй раз 10, а потом мы решим, удобно или неудобно. Она такой резкий человек, то есть она налепит всего, там вообще смотреть невозможно. И, конечно, ты после того, как ты проехал, устал, ты старался, и тебе такое говорят, это обидно. В этой большой компании нет серых и безвольных. Каждый амбициозен и фанатичен. И как часто бывает в жизни, объединиться и не замечать мелочей помогла общая спортивная трагедия, когда Ивана Букина не допустили на Корейскую Олимпиаду. Вот, Уже экипировку получили, уже такие радостные, довольные. мы с Ириной уехали на первенство России по юниорам. Нам позвонили из Москвы. Вот сообщили эту новость такую. Я вот себя 3 часа вообще не помню, потому что, наверное, вот страшнее в жизни у меня было только когда мама умерла. То есть это была трагедия. У меня вообще, я думала, что меня с сердечным приступом везут, но я так рыдала, и приезжает Андреевна, уезжал в магазин. Приезжает, говорит, я все знаю, говорит, прекрати, говорит, сейчас Ваня приедет, надо как-то собраться. Это нечестно. Так не должно быть. Просто если вы что-то, какие-то нашли, не знаю, что-то, что вам не нравится, значит, вы должны это предъявить. Предъявить тем людям, которых вы не пускаете. Наталья Бестемьянова собрала подписи всех прославленных фигуристов. Федерация фигурного катания направила протест, но вопрос, за что наказали Ивана Букина, до сих пор остался без ответа. Вся команда – тренеры, хореографы, массажисты, врачи – все остались в Москве. И помню, как мне говорили, что ты только Ваню там не гноби за это, грубо говоря. Я говорю, люди, вы чего? Или вопрос, например, а ты с другим партнером, встанешь? Я думаю, господи, да что ж такое? Но большинство зрителей обрушило на Букина и Степанову такую волну поддержки и любви, что это дало им силы начать новый олимпийский цикл на совершенно ином уровне. Вы знаете, что Богом не делается? Все к лучшему. Вот их это так закалило, что они в этом году вообще в каком-то другом качестве. Не знаю, как-то всегда я так думаю, что нужно пройти через очень тяжелые какие-то моменты, чтобы потом получить действительно то, чего ты достоин. Очень странный я человек. Они стали взрослее, они стали кататься умнее, душевнее, техничнее. Я надеюсь, что все это будет оценено судьями в будущем. Так Иван Букин и Александра Степанова на московском этапе Гран-при не только стали абсолютными победителями, но и установили новый мировой рекорд – 124,94 балла за произвольный танец. Молодцы, ребята, просто супер. Очень здорово. Привет! Привет, солнышко. Цветочки не тебе. История спортивной династии Букиных напоминает сказку, где герои, в которых мало кто верит, назло всем напастям, упорным трудом добиваются заслуженных побед. Где вокруг друзья, феи крестные, где есть волшебный замок, в котором каждый чувствует себя как дома. Ну и, конечно, в этой сказке будет торт. Какая сказка без торта?